Глава 101. Семья Феникса. Противостояние двух великолепных экспертов стало для граждан города Южного Неба неожиданностью, если бы они сами не были свидетелями, но ни за что бы в это не поверили. Человек действительно мог достичь такой силы. «Чутянь, ты должен немедленно уйти», — спокойно сказал Наньгун и Чутяню. «Ты попал в по-настоящему скверную ситуацию. У этого старика Наньгун Хая недобрые намерения, а Е Тянлан хочет поквитаться с тобой. Уходить. Но куда? Чутянь даже не достиг уровня пробужденной души, как он может спастись от рук этих двоих? Раз он не может даже сбежать, зачем ему пытаться? ПФ, мэр, расслабьтесь. Со мной не так легко иметь дело. Наньгун и никогда не думал, что дойдет до такого. 4 молодых мастера центрального государства не были теми, с кем легко справиться. Все люди из 4 великих семей обладали выдающимися талантами. Семьи вложили в них всю свою власть и триллионы ресурсов. Они были людьми, которых обучали специально. Вне зависимости от силы, власти или влияния, они всегда были на вершине центрального государства. Как Чутянь мог с ними конкурировать, не говоря уже о том, что здесь был Наньгун Хай. Наньгун Хай узнал Е Тянлана, и на его лице показался шок. Никогда бы не подумал, что семья Е из центрального государства отправит такого могущественного человека. Казалось, что Е Тянлан невесомо парит в небе. Он медленно приземлился на землю, его лунно-белая мантия развивалась позади. В его глазах, которые напоминали волчьи, промелькнул странный свет. Старейшина Наньгун Хай действительно один из экспертов семьи Наньгун. Я полон восхищения. Наньгун Хай понял все предельно ясно. Е Тянлан высказал свое уважение. Хотя фундамент Наньгун Хая был несколько лучше, чем у Е Тянлана, он не мог сравниться с его духом и талантами. Если бы они продолжили сражение, Наньгун Хай не выдержал бы больше 50 ударов. Если его победят на виду у этой толпы, то что останется от его репутации? Нахмурившись, Наньгун Хай спросил: «Неужели молодой мастер Небесного Волка прибыл в город Южного Неба специально для того, чтобы сразиться со мной?» Губы Е Тянлана искривились в чудовищной улыбке. «Я прибыл, чтобы обсудить альянс семьи Е и семьи Наньгун. Семья Е готова поддержать семью Наньгун». Сердце Наньгун Хая замерло. Е Тянлан был гением. Семья Е была семьей наемников, у них было бесчисленное количество экспертов. Если они будут на той же стороне, что и семья Наньгун, это было бы прекрасно для семьи Наньгун. У семьи Е лишь одно условие. Какое условие? Глаза Е Тянлана скользили по толпе. Здесь есть жалкий отщепенец, которого зовут Чутянь. Он искалечил одного из старейшин семьи Е, а затем убил 7 экспертов семьи Е, почти опустошив нас. Он не уживается с нами, как огонь с водой. Старейшина не хочет, чтобы союз наших семей развалился из-за этой жалкой пешки, верно? Наньгун Хай рассмеялся. «Конечно, я занимаюсь серьезными делами. Конечно, я могу отдать тебе это жалкое отродье, чтоб ты наказал его. Но я еще могу им воспользоваться, поэтому надеюсь, что ты позволишь ему жить, чтоб я забрал его с собой». Е Тянлан нахмурил брови. «Я уже здесь. Он должен умереть». «Пожалуйста, молодой мастер Е, расслабьтесь», — торжественно произнес Наньгун Хай. «Ты можешь покалечить его, чтобы он не возродился снова. Позволь мне взять на себя дальнейшую заботу о нем. Каждый день он будет страдать, и это будет хуже смерти. Этот метод тоже годится». «Хорошо». Е Тянлан решил, что это подойдет. «Тогда позволь сначала переломать ему руки и ноги, а затем каждую кость его тела, чтобы он больше никогда не мог встать. Я навсегда превращу его в бесполезного человека». Чутянь здесь. Наньгун Хай не возражал. «Делай, что хочешь». «Ты не можешь». Наньгун Хай холодно посмотрел на Наньгун, который вышел вперед. Семья Е известна в центральном государстве. Неужели один человек важнее, чем поддержка семьи Е из центрального государства? Идиот. Наньгун и сердито кричал на Наньгун Хая. Гравий валяется повсюду, как он может сравниться с божественным драгоценным камнем? Я не позволю этому произойти, пока я здесь. Наньгун Хай, он был невероятным глупцом. Разве он не понимает, что его действия могут разжечь в Чутяне ненависть к семье Наньгун? Это может привести к краху семьи Наньгун. Чутянь определенно мог уничтожить целую семью. Определенно мог, показался духовный источник в виде вулкана. Наньгун Хай был в ярости. «Наньгун, презирающий нас всех, идущий против старейшин, ты хочешь нарушить правила семьи? Если это так, от имени всей семьи я проучу тебя. Пожалуйста, старейшина Наньгун, умерьте свой гнев». Е Тянлан ступил на пустой внутренний двор, призвав демонического пламенного волка. Я уже давно слышал о могуществе Наньгун и его духовном источнике — вулкане, который обладает бесконечной мощью. Мне никогда не доводилось сразиться с ним, так почему бы и не сегодня?
Как насчет отличного состязания между мной и мэром Наньгуном? Наньгун Ин продолжал защищать Чутеня. Это можно было посчитать оскорблением семьи Е Тянлан хотел воспользоваться шансом, чтобы со всей злобой преподать урок Наньгун И. Чтобы доказать ему, кто в центральном государстве обладает истинной властью, Наньгун Хай знал, о чем думал Е Тянлан. Этот старик не сделает даже одного удара, молодому мастеру Небесного Волка не придется беспокоиться. Наньгун и захотелось проломить ему голову. А человеческое упрямство, он действительно был полон ненависти, ситуация была предельно скверной. Е Тянлан и Наньгун Хай были экспертами 4-го уровня пробужденной души. Наньгун и достиг лишь 3-го уровня пробужденной души. Между 3-м и 4-м уровнями пробужденной души был очень большой разрыв. Наньгун и не мог победить даже одного из них. Сможет ли он защитить Чутеня он двух выдающихся экспертов? Мэр Наньгун готов. Наньгун и насторожился. Чудовищная волчья трансформация. «Займи мое тело!» Протяжно закричал Е Тянлан, и демонический пламенный волк рассыпался на крохотные всполохи черного пламени. Они распределились по телу Е Тянлана, словно доспехи. Человек и волк стали одним, дух и тело слились воедино. Е Тянлан превратился в существо, которое было наполовину человеком, а наполовину волком. Его чудовищные глаза стали зелеными и еще более чудовищными. Это культивационная техника семьи Е, чудовищная волчья трансформация. И тайное искусство духовного меча семьи Чу, и чудовищная волчья трансформация семьи Е и искусство пылающих небес были культивационными методами, которые передавались по наследству. Их не только было легче практиковать, они отлично совмещались с их духовными источниками, позволяя лишь улучшать боеспособность. Е Тянлана окружала отравленная ци, словно он был восставшим древним демоническим волком. Он смотрел на добычу, словно хищник. Наньгун, что за ерунда? Е Тянлан, словно тень, рванулся вперед, и духовная энергия превратилась в волчьи когти на его правой руке. Черная светящаяся лапа коснулась стены, оставив в ней 5 глубоких борозд. Они пронзили стену насквозь. Окруженные внушительной аурой, они неслись к Наньгун И. Наньгун И сложил руки. Вулканический щит. Мощь вырвалась наружу, словно реки, словно вулкан, который не извергался уже 10 тысяч лет. Энергия образовала гигантский барьер. Черная лапа ударилась о барьер, но не смогла настичь Наньгун И. Воспользовавшись моментом, Наньгун И выстрелил в Е Тянлана пылающим кулаком. Е Тянлан немного изумился, но его левая рука тоже вырвалась вперед, оба кулака столкнулись. Половина окон рухнула от этой злобной силы, поднялся ужасающий ветер. Повсюду лежала пыль, а слабые духом зрители тут же упали в обморок. Е Тянлана отбросила на несколько шагов. Из углов рта Наньгун И потекла кровь. Вулкан был очень силен, он не был духовным источником божественного уровня, но все же он был очень силен. Благодаря ему Наньгун И был в 2-3 раза сильнее культиваторов, достигших того же уровня. Благодаря вулкану Наньгун, хоть и достиг лишь 3-го уровня пробужденной души, мог убить эксперта прославленной души, Наньгун И был невероятно силен. Жаль, что он родился не в той семье, у семьи Наньгун было слишком много талантов. Если бы он родился в одной из 4 семей центрального государства, он был бы окружен таким же вниманием, как молодые мастера. Вулкан был силен, но у него было весьма очевидное слабое место. Вулкан обладал сильной разрушительной мощью и сильной духовной энергией, но вулкан не прекращал извергаться, щит, созданный Наньгун, мог блокировать мощную атаку Е Тянлана. Но во время следующего нападения его сила будет намного слабее. Достаточно было лишь стремительного удара Е Тянлана, когда вулкан извергался, боевая мощь Наньгун и увеличивалась в несколько раз. Как только духовный источник успокаивался, сила Наньгун и становилась намного слабее. Он был на том же уровне, что и обычный эксперт 3-го уровня пробужденной души. У мэра Наньгуна действительно есть опыт. А теперь попробуй-ка вот это. Нападение небесного волка. Из тела Е Тянлана поднялся духовный источник, демонический пламенный волк, неожиданно превратившийся в 4 небольших волков. Каждый волк походил на черную тень, которую нельзя было заметить невооруженным взглядом. Они подбежали к Наньгуну, словно молнии. Они напали на него со спины, когти ранили грудь Наньгун, и через несколько секунд последовало еще 4-5 атак. 4 волка нападали одновременно, вгрызаясь в разные места. У Наньгун и не было выбора, ему оставалось лишь высвободить энергию вулкана. Он тяжело стукнул по земле, ладонь пылающих небес и раскалывающейся земли, духовная энергия вулкана вспыхнула, энергия вулкана устремилась вперед, словно 10 тысяч лошадей. Ее мощь прокатилась по улице, и земля в пределах 10 метров затряслась. Духовная энергия вулкана обладала высокой температурой, которая превращала камни в магму. Наньгун использовал свою силу.
Это была выгодная возможность, и Е Тяньлан, слившись с духовным источником, начал атаковать Наньгун и со всех сторон. Последний удар пришелся по спине Наньгун и сбил его с толстой стены, полностью разрушив стену. Наньгун Хай не просто был спокоен, он скорее получал удовольствие от страданий. Наблюдая за падением Наньгуны, он был едва ли несчастливым. Разница в силе была очевидной, сердито вскричав, Наньгун и раскрошил камни и выскочил из-под обломков. Одежда была изодрана, волосы растрепались, а лицо покрылось кровью. Он понес серьезные потери. Но в его взгляде до сих пор виднелось желание сражаться, Наньгун и продолжал верить. Нельзя проиграть это сражение, потенциал Чутеня был в опасности. Семья Наньгун не могла заполучить этот талант, но они не могли сделать его своим врагом. Иначе через несколько лет семья, которая существовала тысячи лет, семья, которая сотни лет помогла развиваться стране, эта благородная большая семья будет истреблена, и Чутянь мог этого добиться. Ты и правда упорный. Е Тяньлан рванулся вперед, и его нога врезалась в грудь Наньгун-И. Наньгун-И пролетел по воздуху, выплевывая кровь. Атака рассеяла даже его духовный источник. Упав на землю, он не поднялся. Е Тяньлан проявил милосердие. Наньгун-И нужно было провести 2-3 месяца в постели, и даже после этого ему будет тяжело восстановиться. Кажется, у мэра Наньгун-И весьма посредственный духовный источник. Какое разочарование! Е Тяньлан унизил мэра на виду у граждан города Южного Неба и Наньгун-Хая, лица граждан переполнились гневом. Это было уже слишком, Наньгун-И был хорошим мэром, он был очень популярен в городе Южного Неба. Он оскорбил не только Наньгун-И, но и город Южного Неба. Мэр, твоя семья зашла слишком далеко. Е Тяньлан махнул рукой, проваливайте. Люди тут же упали, как пшеничные колосья. Они плевались кровью, стало ясно, что они получили тяжелые раны. Кончено, все кончено, он был тем, кто может изменить мир. Неужели этот сильный юноша из страны Южного Лета погибнет именно так? В этот миг каждый услышал чистый звон колокольчика. Каждый ощущал легкую затуманенность сознания. Чутянь вышел из толпы, и его взгляд упал на Е Тяньлана. Затем он прошелся по Наньгун-Хаю и, наконец, замер на Наньгун-И. Чутянь мрачно улыбнулся. Символом семьи Наньгун является Феникс. Ты хвалишься тем, что ты преемник Феникса, но неужели ты понимаешь его суть? Чутянь будто бы разговаривал сам с собой. Его слова казались небрежными, но они были весьма поучительными. Что означали эти слова? Семья Наньгун избрала Феникса своим символом, поэтому я хочу предупредить грядущее поколение, которое будет таким же гордым, как этот Феникс. Даже если вы столкнетесь с бедствием, даже если вас ждет жестокая судьба, всегда воскрешайте в пламени. Феникс пылает, пока жива его вера. Вот истинная сущность Феникса. Наньгун и слабо дрожал. Взгляд Чутеня упал на Наньгун. Вы до сих пор не раскрыли свой потенциал? Он в 1000 раз сильнее, чем у этого отброса Наньгун-Хая. Когда вы бесстрашно вышли сражаться с более сильным противником, вы уже достигли места прорыва. А теперь попробуйте прорваться. Это так, почему я этого не почувствовал? Я пришел, чтобы помочь вам. Чутянь начал произносить древнее и сложное песнопение. Это были отрывки из Великого Писания Нирваны, Наньгун и задержался на 3-м уровне пробужденной души. На самом деле он был таким же, как Юнья, он мог прорваться дальше в любое время. Если у него будут верные инструкции, он неизбежно прорвется, Наньгун и решился сделать свой ход. Чутянь решил помочь ему, Е Тяньлан нашел это странным. Кто он такой? Наньгун-Хай усмехнулся и сказал, молодой мастер Небесного Волка прибыл в город Южного Неба, чтобы найти Чутеня. А теперь, когда он стоит перед тобой, ты не узнаешь его. Это и был Чутянь, и его техника была действительно уникальной и несравненной. Глаза Е Тяньлана похолодели, и он сказал, ты увидел меня и до сих пор смеешь стоять передо мной. Ты действительно мужественный, но здесь все закончится. Даже если бы Наньгун и прорвался, это не имело значения. Он получил тяжелые травмы. Он не сможет остановить его, даже если достигнет 4-го уровня пробужденной души. Кроме того, на стороне Е Тяньлана был Наньгун-Хай. Сегодня никто не мог защитить Чутеня. Глава 102. Массив 18 драконов. Наньгун и попал в беспрецедентное положение. Он пытался понять, как это произошло, но не мог этого сделать. Каждое словно, произнесенное Чутянем, злобно врезалось в его душу, словно небесный гром, его истощенная ци медленно восстанавливалась. Более того, она стала еще сильнее, лицо Наньгун-Хая стало понурым,
Разве может даже самый чудовищный талант этого мира помочь человеку прорваться? Сказав лишь несколько слов, Е Тяньлан тоже был потрясен. Это было самое настоящее чудо. Аура Наньгун и стала сильнее, словно пробудился гигантский вулкан. Медленно встав, он с расстановкой произнес: «Наньгун Хай, ты хочешь извлечь пользу из небольшой семьи. Ты пытался убить героя, напасть на членов собственной семьи и полностью проигнорировал семейную честь. С таким поведением ты не можешь стать преемником Феникса». Аура Наньгун и продолжала набирать силу, словно этому не было пределов, во все стороны разлетелись волны тепла. Эта сильная аура заставила Наньгун Хая отступить на полшага. В этот миг Наньгун и казался воплощением пугающего вулкана. Казалось, этот адский огонь раскалялся миллионы лет. Стоит ему взорваться, и небо с землей погаснут, а все живые существа исчезнут, Наньгун и взревел в небо. Красное пламя прорвалось сквозь облака. Оно уничтожило слой облаков, и дикая сила накрыла все в радиусе 10 миль. Это был потрясающий момент. Потенциал — это был его потенциал, Наньгун и был таким же, как Наньгун Хай и Е Тяньлан. Даже не призвав духовный источник, он смог высвободить такую сильную ауру, которая может сокрушить врагов. Это значило, что он достиг ступени прославленной души. Это значило, что Наньгун и прорвался от ступени души пустоты к ступени прославленной души. Он стал могущественным культиватором 4-го уровня пробужденной души. С этого момента Наньгун и уже не был старшим дьяконом семьи Наньгун. Он достиг квалификации старейшины и достиг статуса Наньгун Хая. Лицо Наньгун Хая наполнилось изумлением. Как неожиданно. Он прорвался. Наньгун и громко рассмеялся и повернулся, сложив перед Чутянем руки: «Я не забуду эту услугу». Чутянь слабо улыбнулся. «Твое тело уже достигло точки прорыва. Не стоит обращать внимание на мою незначительную помощь». Снова вспыхнула аура дикого зверя. «Ну и что с того, что ты прорвался?» Разразился криками Е Тяньлан. «Умри!» Кулак мгновенно выстрелил вперед, Наньгун и отступил вбок и уклонился от кулака. Это заставило зрачки Е Тяньлана сжаться. Гиперфокус? Верно, Наньгун и не просто прорвался, он постиг гиперфокус. «Проваливай!» Взревел Наньгун, окруженный вулканической мощью, и Е Тяньлан отправился в полет. Взлетев на несколько метров, он наконец обессилел и медленно упал на землю. Наньгун и сжал кулаки, его тело вспыхнуло пламенем. Теперь его сила позволяла ему конкурировать даже с экспертами, достигшими 5-го уровня пробужденной души. Это была сила его духовного источника, сила вулкана. Разве молодой мастер Небесного Волка не хотел узнать, какова мощь моего духовного источника? Холодно улыбнувшись, Наньгун и уставился на Е Тяньлана. «Сегодня ты испытаешь эту мощь на себе». Чудовищное лице Е Тяньлана не могло оставаться спокойным. Ему достаточно одного удара, чтобы убить культиватора 5-го уровня пробужденной души. «Нам нужно работать вместе». Наньгун Хай кивнул. «Хорошо». Наньгун и призвал вулкан и выстрелил кулаками. Вперед понеслась могущественная сила. Е Тяньлан и Наньгун Хай вместе пытались остановить ее. Половина домов на улице оказалась разрушена, все стекла в пределах 10 раскололись. Это был ужасающий взрыв, одежды Наньгун Хая и Е Тяньлана обуглились до черноты, а их лица покрылись пеплом. Кажется, они попали в сложную ситуацию. Но они блокировали атаку Наньгуна, и это уже было хорошо. Лицо Наньгун и побелело, а его тело слегка пошатывалось. Он сплюнул кровью. Плохи дела, его раны были слишком серьезными. К тому же, он только что прорвался, и его состояние не было стабильным. Он не мог продолжать сражаться в таком состоянии. Наньгун Хай был завистливым. Наньгун и родился в боковой ветви семьи Наньгун. Со времен молодости в его распоряжении было немного ресурсов, но он открыл этот сильный духовный источник — вулкан. Более того, у него родилась дочь, обладающая духовным источником божественного уровня. Поскольку у отца и дочери был слишком большой потенциал, им было опасно оставаться в имперском городе. Поэтому семья Наньгун решила сделать Наньгун и мэром небольшого города. Кто бы мог подумал, что он будет становиться еще сильнее, несмотря на то, что ему не хватало ресурсов, Наньгун и становился сильнее и сильнее. Ему было всего 39 лет, а он уже стал экспертом прославленной души. Чутян захлопал в ладоши и отстраненно подошел. Он видел, что Наньгун и устал и больше не может сражаться. Хорошо, хорошо. То, что ты смог сразиться, это прекрасно. Это произошло из-за меня, поэтому теперь я должен обо всем позаботиться. К тому же, ты уже побывал в центре внимания, а теперь пришло время выступить и мне. Похоже, Чутянь не паниковал. Его яркие, словно звезды, глаза смотрели на Е Тяньлана. Я разберусь с этим парнем.
что Чутянь лично хотел атаковать, чудовищные глаза Е Тянлана холодно сверкнули. Говорят, ты полон загадок, однако я сначала так не считал, но это, видимо, правда. Семья Чу поступила слепо, обращаясь с тобой, как с бастардом, но все кончено. Сегодня я не позволю тебе уйти живым. Чутянь должен был умереть, он должен был перестать дышать, иначе он станет угрозой для семьи Е. Чутянь шел вперед. Кучка жалких людей вроде тебя действительно хочет от меня избавиться. Наньгун и спросил: ты серьезно? Чутянь кивнул и сказал: вернись и смотри на меня. Даже если бы Е Тянлан сражался с Наньгун, он не верил в свое поражение. Он был талантом высокого класса. Тебя будет легко убить, ты даже не достиг уровня пробужденной души. Согласен. Щелкнул языком Чутянь. Но сначала я хочу представить тебе своих телохранителей. Выйдите и поприветствуйте молодого мастера Е. 18 людей в черных одеждах медленно вышли вперед. Е Тянлан полагался на свою волчью интуицию. Он чувствовал, что самый слабых из них достиг второго уровня пробужденной души. Почему возле Чутяня было так много экспертов, это было невероятно, Е Тянлан даже не удостоил их взглядом. Что за ерунда? Думаешь, можешь одолеть меня количеством? Ты действительно наивен. Даже если бы их было 38, а не 18, ты бы не смог победить меня. Попробуй. Чутянь осторожно зазвенел колокольчиком. 18 трупов, которые стояли без движения, словно статуи, внезапно пробудились ото сна и вместе подскочили в воздух. Они окружили Е Тянлана, словно 18 теней. Низко взревев, Е Тянлан превратился в волка. Подпрыгнув, он рванулся вперед. Игноруя трупы, он напал прямо на Чутяня. Однако стоило Е Тянлану дернуться, как 18 трупов выпустили трупный яд, который окружил Е Тянлана со всех сторон. Сердце Е Тянлана похолодело, ему не оставалось ничего, кроме как уклониться от атаки трупов Ин. 18 трупов двигались синхронно. Казалось, в их хаотичных передвижениях был скрытый смысл. Что происходит? Е Тянлан ощутил опасность, аура таинственных телохранителей стала сливаться вместе. Они двигались странно, словно огромное тело, словно исполинский дух. Е Тянлан оказался в центре массива, и это мешало ему проявить всю свою силу. Чутянь увидел мрачное выражение лица Е Тянлана и глумливо рассмеялся. «Почему ты не двигаешься? Я же стою перед тобой, так убей меня». Массив 18 драконов — это был таинственный массив, который мог и защищаться, и атаковать. Чтобы создать его, нужно было по меньшей мере 18 культиваторов пробужденной души, этот массив трудно было практиковать. Нужно было, чтобы все двигались одновременно, нужно было много практики. Это был массив могущественных телохранителей, которых обучали защищать своих хозяев. Однако у Чутяня был колокольчик, и он мог управлять трупами, как ему заблагорассудится. Эти 18 трупов были лишены самосознания, они напоминали шахматные фигуры в руках Чутяня. Они могли создавать любые боевые массивы. Раздался колокольный звон. 18 черных фигур стали двигаться еще быстрее, оставляя за собой странные иллюзорные силуэты. Это немного сбило Е Тянлана с толку, он не знал, как пробить этот массив. Отличный шанс, Чутяню выпал отличный шанс. Он сразу же отдал команду трупам, и они бросились вперед группами по двое. Трупный яд образовал гигантский ядовитый шар, устремившийся к Е Тянлану. Е Тянлан громко взревел, намереваясь вырваться, но затем увидел перед собой пару ладоней. «Проваливай, жалкий муравей». Е Тянлан выстрелил, и 4 ладони столкнулись. Жестокая мощь ядовитых ладоней казалась непреодолимой, она парализовала его тело и отправила его в полет. Выражение лица Е Тянлана стало невероятно шокированным. Разве могли культиваторы 2 и 3 уровня так с ним расправиться? Силу одного трупа невозможно было сравнить с силой ладони Е Тянлана. Е Тянлан не знал об этом, и было бы странно, если бы он вдруг не получил тяжелые ранения. У Е Тянлана даже не было времени перевести дыхание, перед ним появились трупы. Их атаки были похожи на волны, которые беспрерывно накатывали друг за другом. Е Тянлан не мог с ними справиться, и на его лице отразилось смятение. Молодой мастер Небесного Волка. Такая отменная репутация. Однако ты не стоишь ее. Думаешь, сейчас ты чем-то отличаешься от умирающей собаки? Чутянь зазвонил в колокольчик, управляющий душой. Ты должен называться молодым мастером бездомного пса. Разве мог Е Тянлан вытерпеть это оскорбление? Его сердце переполнилось гневом. Он сплюнул черную кровь, он был отравлен, Е Тянлан не мог понять, что привело к этой ситуации. Неужели уничтожить Чутяня было так трудно? Граждане города Южного Неба были поражены. Это происходит на самом деле. Это действительно один из молодых мастеров Центрального государства. Он был самым талантливым из всех молодых мастеров.
Он в одиночку прибыл в город Южного Неба на Золотой Птице и не думал, что кто-то сможет ему противиться. Все думали, что Чутянь будет обречен перед лицом подавляющей силы молодого мастера Небесного Волка. Никто и подумать не мог, что Чутянь окажется таким бесстрашным. Даже если бы Наньгун и не прорвался, он бы все равно смог сразиться с молодым мастером Небесного Волка. А теперь молодой мастер Небесного Волка оказался в таком жалком положении. 18 фигур в черном играли с ним, заставляя его походить на бродячего пса. Злодей. Запугиваешь количеством, разве это навык? Запугивать кого-то количеством, почему бы не поговорить о том, что хотела сделать твоя семья? Ты, жалкий ублюдок, прибыл сюда, чтобы убить меня, и ты не вернешься домой в целости и сохранности. Решено, сегодня Чутянь решил сделать свой ход. Он преподаст семье Е и другим силам центрального государства жестокий урок. Он ясно даст понять им. Можно злить короля ада, но нельзя злить Чутяня. Глава 103. Злите короля ада, но не злите Чутяня. Фигуры 18 трупов солдат напоминали тени. Каждый миг происходили тысячи изменений. Они объединили свои силы, и вырваться было невозможно, даже обладая невероятной силой. Е Тянлан оказался в ловушке, на телах трупов засветились руны, и они одновременно выпустили большое количество трупного яда, который превратился в гигантский отравленный шар. 18 шаров слились воедино, превратившись в ядовитый столб, который врезался в Е Тянлана. Этот единственный удар вобрал в себя весь яд 18 трупов Ин, и Е Тянлан выставил вперед ладони, но ужасающая сила заставила его отлететь на несколько метров. Огромное количество яда просочилось в его тело через поры, и Е Тянлан почувствовал, как немеет его тело. Какая подлость! Наньгун Хай хотел нанести удар, но сила вулкана, взорвавшаяся у его ног, мгновенно приковала его к этому месту. Наньгун и холодно уставился на него. «Если ты сделаешь хотя бы полшага, не вини меня в том, что я забыл о нашем родстве». Лицо Наньгун Хая побледнело, но он не посмел действовать опрометчиво. Волосы Е Тянлана, окруженного трупами, растрепались, а одежда изорвалась. Трупный яд серьезно отравил его. Похоже, он не сможет продержаться долго. У него не было другого выхода, он недооценил силу Чутяня, но это не имело значения, он просто подарит этому мальчишке еще 2 дня жизни. Посмотрим, будет ли он действовать так же безудержно, когда он приведет сюда экспертов семьи Е. Ты у меня дождешься. Сегодня я пощадил тебя. Но не думай, что все кончено. Е Тянлан сердито оттолкнул окружающих его трупов и запрыгнул на гигантскую золотую птицу. Она, уже услышав зов хозяина, ждала его в небе над городом. Неужели этот злобный то ли зверь, то ли человек проиграл Чутяню? Увидев это, жители города разволновались, 4 молодых мастера центрального государства, самые ослепительные жемчужины центрального государства, но сегодня они превратились в посредственностей, уголки губ Чутяня растянулись в насмешливой улыбке. Сбегаешь. Думаешь, ты можешь сбежать. Кажется, Чутянь предсказал все шаги Е Тянлана. Стоило тому приземлиться на спину гигантской птицы, к нему вдруг подскочили 2 трупа. Каждый из них схватил Е Тянлана за ногу, и они потащили его вниз. Е Тянлан не успел приземлиться, а еще 2 трупа зашли сбоку и схватили его за руки. Все его конечности оказались в ловушке. Сверху на Е Тянлана обрушился сокрушительный удар. Нет. Е Тянлан пролетел несколько метров и рухнул. Там, куда он упал, образовалась гигантская воронка. Это был мощный удар. Даже если бы на его месте был эксперт 4-го уровня пробужденной души, даже он был бы тяжело ранен. Хочешь приходить и уходить, когда тебе угодно. Холодно заговорил Чутянь. Думаешь, город Южного Неба — уборная для твоей семьи? Раз ты пришел сюда убить меня, то должен был осознавать последствия. Гигантская птица громко взревела и взлетела в небо, намереваясь улететь. Чутянь поднял голову и посмотрел на нее. Это большая птица, которая всегда следовала за тобой, не то чтобы особенная. Так что она останется здесь. Трупы взмыли к золотой птице, чтобы напасть на нее. После нескольких ударов золотая птица жалобно заплакала и рухнула на город, уничтожив несколько домов. Она перестала дышать. Черт возьми, эта огромная птица была драгоценным зверем, она даже не успела вырасти. Она могла бы достичь ступени прославленной души, семья ей исчерпала все техники, чтобы превратить ее в средство передвижения. Из этого зверя воспитали зверя-телохранителя. Е Тянлана охватила жажда убийства. Ты посмел ранить мою птицу. Твою птицу. Чутянь подошел к Е Тянлану и наступил ему на лицо. Думаю, ты должен больше беспокоиться о себе. Ты, не успел он договорить, как трупы Инь взяли Е Тянлана за руки и ноги, пока остальные трупы приближались.
На тело Е Тянлана легли их ядовитые ладони, которые стали направлять прямо в его тело трупный яд. Нет. Е Тянлан ощущал, как трупный яд разрушает его изнутри, но был совсем бессилен. Я преемник семьи Е. Если с моей головы упадет хотя бы волос, семья Е найдет тебя даже на краю света. Чутянь бросил на него равнодушный взгляд. Наконец-то он ощутил, как дрожит его сердце. Страх. Наконец-то он испугался, он уже понял, что разозлил безумца. Все угрозы бесполезны. Они лишь ухудшат его положение. Он был достойным молодым мастером Небесного Волка. Бесконечное изящество, талант, пугающий характер. Он был преемником семьи Е, однажды он станет командиром 10 тысяч наемников, он был достойным молодым мастером Небесного Волка. Всегда он сметал все препятствия, даже тех, кто был сильнее него. Его соперниками могли считаться лишь Чу Син Хэ и Ло Сян Лун. Он был благородным молодым мастером Небесного Волка. Его уважали десятки тысяч людей, они трепетали перед ним. Куда бы он ни пошел, к нему везде относились с крайним уважением и учтивостью. Неважно, что он делал, никто не осмелился возражать ему, а теперь его избили несколько подчиненных Чутяня. «Хватит. Отпусти его», — произнес Наньгун Хай с мрачным выражением. «Думаешь, ты сможешь противостоять гневу семьи Е? Если я отпущу его сейчас, семья Е откажется от мести. Ерунда. Если будешь так много болтать, то тебя я тоже изобью. Ты мне очень не нравишься». «Ты», — в страхе отступил Наньгун Хай. Разве он сможет остановить Чутяня, если тот захочет избить его? Он видел, что постигло Е Тянлана, и теперь не мог избавиться от мыслей, которые заполонили его голову. «Жалкий трус, бить тебя будет пустой тратой сил». Сплюнул Чутянь. Трупы подняли парализованного Е Тянлана. Если семья Е хочет мстить, то пусть приходит. А пока я позабочусь о тебе, молодой мастер бродячего пса. Е Тянлан в панике выкрикнул: «Что ты собираешься делать? Кавалерия семьи Е сравняет город Южного неба с землей. Умрешь не только ты. Вместе с тобой умрут твои близкие, умрет весь город». Чутянь ударил его. Лицо Е Тянлана опухло. Его глаза налились кровью. Он смутился, как никогда до этого не смущался. За всю его жизнь его даже не шлепали. Даже Чу Син Хэ не смел относиться к нему так, а Чутянь посмел. «Пожалуйста, молодой мастер бродячего пса, расслабься. Я не убью тебя. Тебя еще можно использовать». Махнул рукой Чутянь. «Давай, отнесу тебя на рынок». Каким престижем и какой силой обладал молодой мастер Небесного Волка? Он был талантом, в обучение которого семья Е вложила все свои силы и ресурсы. Он был преемником семьи. Мало того, что Чутянь взял его в плен живым, а теперь он еще и тащил его по улице. Пострадает не только репутация молодого мастера Небесного Волка, это покроет позором всю семью Е. Думал ли Чутянь о последствиях? Конечно же, нет. Почему он должен бояться? Он уже сделал многое, и семья Е его не отпустит. Раз они уже были смертельно недовольны, то лишняя ненависть не изменит их решение. Молодой мастер Небесного Волка окончательно обессилел. Его волосы растрепались, ему было невероятно стыдно. Он кричал, обуреваемый жаждой убийства. «Ты настолько переоцениваешь себя. Ты так уверен в своих силах. Сегодня ты почувствуешь мою силу». Чутянь привязал Е Тянлана к деревянному шесту, и несколько человек принесли большие громкоговорители. Он лично вел Е Тянлана по улицам. Проклятие упало на все 18 поколений предков Е Тянлана. От начала и до конца. Жители города. Чиновники центрального государства зашли слишком далеко. Нечего бояться молодого мастера Небесного Волка. Я, Чутянь, гарантирую, не нужно бояться. Если у вас есть гнилые яйца или куски черепицы, то не прячьте их и бросайте в него. Пусть чиновники видят. Нас, обычных людей, не так-то легко запугать. Нас нельзя так просто уничтожить. Чутянь продолжал подстрекать людей, чья кровь уже начала яростно кипеть. Нашлись и смельчаки, которые принесли тухлые яйца и осколки черепицы, готовясь кидаться ими в Е Тянлана. Е Тянлана разрывала ярость. Разве он не был гордым и отважным человеком, жители центрального государства не осмелились бы на это. Но что происходит сейчас? Эти деревенщины действительно осмелились бросаться в него тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Чутянь пробудил в этих деревенщинах смелость. Казалось, пока он здесь, у них не будет проблем, которые нельзя будет решить. Это было лишь начало. Стоило единицам взять на себя инициативу и взять в руки тухлые яйца и гнилые помидоры, так толпа сразу присоединилась к ним.
Как они могли не присоединиться? Это был молодой мастер Небесного Волка, одного его вздоха было достаточно, чтобы убить все их семьи. Его волос был в 100 раз важнее жизни их семей. Молодой мастер Небесного Волка, который избил даже мэра, так неожиданно опозорился перед кучкой жалких ничтожеств. Разве такой шанс выпадал часто? Если они не воспользуются им, то их жизни пройдут впустую. «Пропустите меня». Из толпы выскочил тучный мясник, который подбежал к Етян Лану, держа большое ведро. Из ведра вылились отходы человеческой жизнедеятельности, и воздух заполонила смрадная вонь. Молодой мастер Небесного Волка от отвращения чуть не потерял сознание. «Моя семья копила это полгода, а я отдам все тебе». Дико хохота мясник. Мой сын умер от рук твоих людей». Теперь все изменилось, а небеса прозрели. Небеса прозрели. Все остервенели еще сильнее, вся улица вооружилась тухлыми яйцами, гнилыми помидорами, засохшими овощами и отходами. Разве ты не дикий? Разве ты не относился к обычным людям так, словно они бесполезны? Разве тебе не нравилось топтать слабых? Иначе говоря, весь город обезумел, речь Чутяня усилила их мужество в несколько раз. Некоторые пришли отомстить, а некоторые повеселиться, и все они рвались вперед, чтобы оказаться в первых рядах. Тело Етян Лана воняло. Оно покрылось фекалиями, мочой, тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Его белые одежды покрылись бесконечной вонючей грязью, он едва не падал в обморок, уличная стража была равнодушна. Чутянь приказал кому-то: «Привяжи этого парня к городской стене». Хочу, чтобы все, проходящие через городские ворота, могли видеть героическую выправку этого бездомного пса. Безжалостно, невероятно безжалостно, злите короля ада, но не злите Чутяня. Чутянь, Чутянь. Подбежал к нему Сюн Тянь-Янь. Что нам делать с большой птицей Етян Лана? Ты еще и спрашиваешь. Чутянь облизал губы. Давай, тащи ее на площадь и принеси из отеля хорошее вино. Торговое чудо приглашает всех гостей на праздник, где можно есть хорошее мясо и пить хорошее вино. Торговое чудо покроет все расходы. Я угощаю. Ха. Восхитительно. Наслаждайтесь от всего сердца. Сюн Тянь-Янь повернул голову и громко закричал: «Ребята, вы это слышали? Чутянь угощает всех мясом и вином». «Да здравствует Чутянь!» Все громко выкрикивали. Етян Лан смотрел на эту сцену, и у него потемнело в глазах, а сам он упал в обморок. Глава 104. Ускоряя пробуждение души. Чутянь воткнул меч в шею большой золотой птицы, слил кровь и ощипал перья. Сняв шкуру и избавив тело от костей, он разрезал огромное птичье тело на куски. Под руководством Чутяня Чжан Ли Цинь и другие мастера символом создали на городской площади гигантский источник энергии для приготовления пищи. Огромные куски мяса, нанизанные на вертел, испускали прекрасный аромат, присущий жиру демонических зверей. Мясо обжигалось под ярко-красным светом, с него капало масло, площадь заполнял ароматный запах. У всех, кто чуял запах этого мяса, начинали течь слюнки. Мясо демонического зверя 2-го уровня, оно было не только дорогим, но и очень полезным, каждый получил по куску мяса. К нему добавили немного соли, перца и всевозможных приправ. Тарелки уходили одна за другой, чтобы каждый житель города смог попробовать это мясо на вкус. Это был самая настоящая барбекю-вечеринка, на которой была даже бочка холодного пива. Это был демонический зверь, стоивший десятки миллионов золотых монет. Это был ужасающий зверь с настолько сильным потенциалом, что он мог достичь ступени прославленной души. А Чутянь пустил его на барбекю, как обычный рогатый скот. В мясе огромной золотой птицы содержалась крайне сильная энергия. Это делало тело сильнее, улучшало телосложение и помогало повысить уровень силы. Обычные люди никогда в жизни не смогли бы его попробовать. Но теперь они могли свободно есть его. Где еще можно было найти такую великолепную вещь? Конечно же, обычному человеку было достаточно небольшого кусочка, чтобы их разгорячить и высушить их тело, потому энергия этого мяса была слишком сильной. Они не решались есть больше, потому что это было не под силу обычным культиваторам совершенного тела. Теперь у каждого был шанс вкусить мясо огромной золотой птицы. Чутянь сидел на фрагменте кости, очищенной от мяса. В левой руке он держал кусок мяса, а в правой — большую чашу с вином. Как это сытно, вдоволь пить и вдоволь есть, лисенок держал кусок мяса весом в несколько сотен дзин. С большим интересом он откусывал кусок за куском. Вероятно, в его желудке было столько мяса, что его масса в 10 раз превышала вес лисенка. Мне кажется, это мясо готовили слишком долго. Неужели? Мэн-Ин держала длинный шампур с 5-6 кусочками мяса. Еще щеки стали выпуклыми, и, прожевав, она сказала: «Думаю, это очень вкусно».
Намного лучше, чем мясо демонического зверя первого уровня из нашего ресторана. Лисенок выразил свое согласие. Больше всего Мэн Ин жалел о том, что не стала свидетелем того, как Чутянь разобрался с молодым мастером бродячего пса. Когда до нее дошли новости, все уже закончилось. Чутянь связал молодого мастера бродячего пса и водил его по улицам. Он был очень известным человеком. Е Тянлан был очень известным человеком центрального государства. Его характер был злобным и невероятно властным. Он никогда ни от чего не страдал и был преемником семьи Е, культиватор такого уровня. Человек с такой репутацией. Мэн Ин даже представить не смела, что случится, если провоцировать такого человека. Семья Е была крайне благополучной семьей центрального государства, и их наемники обладали славой невероятно жестоких людей. Они отмечали незначительные праздники, уничтожая целые семьи. Е Тянлан был преемником этой семьи, поэтому, конечно же, унаследовал такое поведение. Был ли Чутянь обычным человеком? Мог ли он убить Чутяня? Вот каким был итог. Он получил то, что заслуживал. Мэн Ин понимала, что Чутянь очень доволен, Чутянь не убил Е Тянлана и не измучил его. Он безжалостно наступил на больное место и пристыдил его так жестоко, как это было возможно. Это было слишком захватывающе. Даже если Е Тянлан переживет это, он никогда не сможет сбросить с себя тень позора. Мэн Ин восхищала то, как прямолинейность Чутяня, безрассудство Чутяня и безумие Чутяня повлияли на жителей города Южного Неба. Разве обычные люди посмели бы забросать Е Тянлана тухлыми яйцами? Разве обычные люди посмели бы съесть птицу Е Тянлана? Даже если бы у них было в 100 раз больше мужества, они все равно не решились бы на это. Однако благодаря поддержке Чутяня ситуация изменилась. Мэн Ин видела, как все болтают и пьют вино. Все высоко поднимали чаши с вином, чтобы отпраздновать великое событие, случившееся сегодня. В сердце каждого из них жили великие идеалы. Кто не мечтает одолеть ветер и волны, кто не хочет отправиться в путь, кто готов всю оставшуюся жизнь быть посредственностью, эти жалкие идеалы укоренялись на протяжении веков и укреплялись после каждого поражения. Но теперь казалось, что их раболепие, слепота и тоска растворились в воздухе. Глубоко в их сердцах появились барьеры, защищающие их от нападок жестокой реальности. Это был фантастический рай, их идеальный мир. Он был великолепным, абсурдным, странным, но он был полон жизненных сил. Если не уничтожить их, люди никогда не двинутся вперед. Вы потеряли ключ от двери или смелость шагнуть за эту дверь. Когда в городе Южного Неба появился Чутянь, люди видели, как он шаг за шагом становился все выше. Это пробудило их давнее желание, их безумные надежды. Малозначимая личность избила Е Тянлана, слабый человек смог стать лучше и напал на сильного. Как часто в своей жизни они видели подобное? Семья Е обязательно навестит их, но неважно, грянет ли завтра гром, до тех пор, если они этим вечером могут пить вино, значит, все было не напрасно. Взгляд Мэн Ин был спокойным, словно озерная гладь, на лице появилась изящная улыбка. Чутянь снова поразил ее. Он поразил весь город Южного Неба. Мэн Цину, в отличие от остальных, не расслаблялась. Хотя она знала, насколько неудержим Чутянь, она все равно считала его слишком диким. Это было явным оскорблением в адрес семьи Е. Неужели Чутянь действительно может справиться с ними? Мэн Цину хотела найти способ и примириться, но теперь знала, что это невозможно. На этот раз семье Е придется отомстить семье Наньгун, иначе как они смогут остаться в центральном государстве? Что за кислое выражение лица, юная мисс? Небрежно подошел Чутянь. Самое время веселиться. Мэн Цин уставилась на него. Конечно, ты счастлив. Ты даже не подумал, как будешь справляться с гневом Еуда. Он всегда любил ввязываться в неприятности. Об этом говорил весь город. Кто такой Еуда? Чутянь слегка удивился, а затем махнул рукой. Забудь, кому вообще интересно, кто он такой. Ин, иди сюда, к ним подбежала Мэн Ин. Она съела мясо демонического зверя, поэтому лицо у нее раскраснелось, а тело наполнилось энергией и стало теплым. Чутянь кивнул. У нее будет огромное преимущество. Вернулся и лисенок Чутяня, который еще не наелся. Чутянь достал 2 белые бутылки с нефритовыми таблетками и вручил их сестрам. В прозрачно-белой бутылке лежала фиолетовая таблетка. Мэн Цин лишь держала бутылку в руках, но уже ощущала силу, которой была наполнена таблетка. Это таблетка пробужденной души. Улыбка Чутяня исчезла, а выражение лица стало серьезным. Мы с Сюн Тянь Янем и Джан Ли Цинем усовершенствовали ее. Каждая из вас получает по одной. Тело Мэн Цин удрожало. Они так быстро усовершенствовали ее. Мэн Ин с любопытством спросила: эти таблетки могут превратить нас в культиваторов пробужденной души? Таблетка пробужденной души — самая подходящая таблетка, чтобы вырваться с уровня совершенного тела.
Если этими таблетками воспользуется культиватор 9 уровня совершенного тела, то у него будет 80% шансов на успех, сказал им Чутянь. Но, учитывая, что вы только что прорвались на пик 9 уровня совершенного тела, я создал для вас еще несколько таблеток. Так что ваши шансы превышают 90%. Такой большой шанс на успех — это было трудно даже представить. Если бы у кого-то были лишние таблетки пробужденной души, то за одну таблетку на аукционе можно было бы получить 58 миллионов золотых монет. Мы не можем ждать. Надо начать сейчас. Мы должны немедленно прорваться. Как только семья Е узнает, что произошло в городе Южного Неба, они тут же набросятся, словно бешеные псы. Если Чутянь сможет прорваться на уровень пробужденной души, у него хотя бы будет больше духовной энергии. Если культиваторами пробужденной души станут сразу трое, они смогут защитить себя, какой бы плохой ни была ситуация. Так что они должны были прорваться, прежде чем придут члены семьи Е, они уединились. Перед тем, как войти в комнату, Чутянь положил у двери Лисенка. Вручив ему сердце трупа, он погладил его по голове. «Это очень важно, не позволяй никому мешать мне», Лисенок выпустил когти, показывая, что без проблем справится. Этими же когтями он начертил у входа несколько знаков. Он создал небольшой массив. «У тебя действительно есть навыки». Лисенок неодобрительно искривил мордочку и нетерпеливо махнул лапой. «Торопись, не трать на меня время». В комнате Чутянь сел на пол и добился подходящего состояния. Он освободился от оков разума. Фиолетовая таблетка пробужденной души напоминала драгоценный камень. На ее поверхности виднелся рисунок, который отражал сильную мощь, содержащуюся внутри. Наконец он дошел до этого шига целых 2 месяца. Это было слишком долго, но в этой небольшой стране такой срок совсем не считался долгим. Чутянь считал, что сможет прорваться к вершине, что он войдет в новый великолепный мир. В городе Южного Неба культиваторов пробужденной души очень уважали. Если на уровне совершенного тела нужно было формировать фундамент, то уровень пробужденной души можно было считать истинным началом культивации. Это был серьезный порог. Семья Е определенно скоро вернется, и на этот раз с ними будет вся их мощь. Если честно, Чутянь не был уверен, что выдержит ответное нападение семьи Е. Даже если бы он держал Е Тянлана в заложниках, это бы ничего не изменило. Но Чутянь ни о чем не жалел. Даже если бы все повторилось, Чутянь все равно принял бы те же самые решения. Он победил Ефена, уничтожил семью Хань, убил Еханя, убил Есюна и победил Е Тянлана. Разве это не жалкая семья? Пусть приходят, если у них есть силы. Чутянь проглотил таблетку пробужденной души и закрыл глаза. Из его тела вырвалась духовная энергия. Вращаясь вокруг него белым пламенем, она скрывала его тело. Он ощущал над головой легкое давление, которое было готово устремиться в облака. Ночное небо над городом Южного Неба покрыла мощная древняя аура. Словно древний демонический бог пробудился от долгого сна. Глава 105. Город под натиском 10 тысяч всадников. Небо наполнили темные облака, и прогремел гром. Над землей, создавая ужасную атмосферу, дули дикие ветры. На бесконечном горизонте появился длинный черный строй, и воздух наполнился убийственной кровожадностью. Она была намного сильнее бури и даже молнии в небе. Одинаковые гигантские штормовые волки. Одинаковые превосходные железные доспехи, одинаковые длинные мечи и копья. Одинаковые солдаты с железной волей — это была страшная армия с стальной выдержкой, она не уступала самым элитным войскам центрального государства, развивался флаг с волком, а копья холодно мерцали. Это были самые сильные наемники центрального государства. Впереди был гигантский зеленый волк, будто вырезанный из нефрита. На нем сидел мужчинка с глазами, похожими на молнии, и холодным лицом. Возле левого глаза проходил гигантский шрам, который придавал мужчине еще более зловещий вид. Его взгляд холодным и острым, словно лезвие, а тело окружала удушающая аура. «Сэр, перед нами город Южного Неба. Пожалуйста, отдавайте приказы. Мы тут же нападем на город». Рядом с ним находились 2 наемника с сильной аурой. Е Тянлан до сих пор в их руках, а вы хотите напасть на город? Вы смерти ищете. Оба наемника нервно и быстро произнесли: «Мы не смеем». Этот мужчина среднего возраста, со шрамом от лезвия, конечно же, был не кем-то там. Он был главой семьи Е, лидером наемников семьи Е Удаа. Он выглядел на 40-50 лет, но на самом деле ему было около 60. В возрасте 30 лет он стал главой семьи и уже 20 лет возглавлял отряд наемников семьи Е. В одиночку он превратил семью Е в одну из 4 великих семей. В молодости Е Удаа был очень властным. Он был чрезвычайно жестоким и бессердечным, он мог убивать целые семьи, не щадя даже маленьких детей.
Любой, на кого у него был зуб, никогда не заканчивал жизнь хорошо. Прошло 10 с лишним лет, и Еудаа стал известным, его влияние крепло с каждым днем. Еще в юности он обзавелся репутацией жестокого человека, и никто в центральном городе не смел перечить ему. Еудаа редко появлялся на публике, но поведение жестокого волка передавалось всем членам семьи. Вся семья Е, от господ до младших помощников, была невероятно высокомерной. Их характеры были жестокими и властными. Семья Е поддерживала даже внутренние конфликты. Природа волков позволяет им грызть друг друга. В семье Е невозможно было выжить, не будучи безжалостным и лживым, из-за этого боевая мощь семьи Е стала чрезвычайно грозной. Семья Е стала очень агрессивной. Ради достижения цели они прибегали к чему угодно. За эти 10 лет богатства и влияние семьи Е увеличилось в несколько раз, у них появилось бесчисленное количество последователей, и их тотемом был волк. Вся семья напоминала волчью стаю, семья Е была самой агрессивной семьей центрального государства. Все эти годы никто не осмелился перечить семье Е. Никто и подумать не мог, что в таком небольшом городе, как город Южного Неба, появится кто-то вроде Чутеня. Они представить этого не могли, гордый сын Еудаа попал в плен к этому жалкому крестьянину. Когда Еудаа узнал, что Е Тянлана схватили, он в ярости убил больше 10 личных телохранителей. Затем взял самые лучшие отряды семьи Е и отправился в город Южного Неба. Городские ворота были плотно заперты, на высоких стенах было больше 1000 лучников. Их стрелы напоминали густые джунгли, зловеще сверкающие холодом. Они в любой момент были готовы вырваться в небо. На центральной башне стоял мужчина в белых доспехах. Схватив толстое железное копье, он громко выкрикнул: «Я, генерал города Южного Неба Сюн Бин. Еудаа, ты привел личную стражу и угрожаешь миллиону жителей города Южного Неба. Ты нарушил законы королевства. Вот в чем твое преступление». Взгляд Еудаа пронесся по городским стенам и упал на связанного юношу. Разве это не его сын Е Тянлан? Безудержного Е Тянлана, привязав к шесту, унижали перед 10 000 наемников. Это было беспощадной пощечиной для Еудаа, для наемников семьи Е. В этом не было бы ничего важного, если бы это был обычный член семьи Е. Но Е Тянлан был сыном Еудаа и преемником семьи Е. Проигнорировав Сюнбина, Еудаа высоко поднял руку: «Постройтесь в боевой порядок для атаки». Кавалерия волков образовала несколько серповидных строев. Они высоко подняли оружие, и волки, ощущая намерения своих хозяев, подняли головы к небу и взвыли. Эти волки были демоническими зверьми, и даже 1000 волков было достаточно, чтобы разрушить городские стены. Солдаты города Южного Неба не могли унять дрожь в руках. Некоторые из них даже обмочились от страха. Приготовиться к атаке. Убить, убить, убить. Посмели опозорить нашу семью Е. Умрите. Больше 10 000 воющих волков, больше 10 000 всадников. Воздух наполнила жажда крови, лицо Сюнбина уродливо искривилось. «Мэр, ситуация крайне плохая. Этот маньяк Еудаа действительно может напасть на город. Чутянь уже вышел. Он заперся позавчера и до сих пор не выходил. Наньгун и стоял рядом с Сюнбином, у него был подавленный взгляд. Этот мальчишка провоцирует проблемы, а мы должны отдуваться за него. Он действительно зашел слишком далеко». Наньгун Хай радостно наблюдал со стороны. На этот раз они разозлили Еудаа, и ему хотелось посмотреть, чем это для них кончится. Еудаа был невероятно жестоким, и если он так сильно рассвирепел, то он может напасть на город. Разве могла армия города Южного Неба остановить его? Могли убить не только Чутеня, но и весь город Южного Неба. Наньгун и не мог сбежать от ответственности. Он должен был довести дело до конца. Еудаа выехал вперед и холодно уставился на городские ворота. «Наньгун, сейчас же отпусти Е Тянлана. Мне нужна лишь жизнь Чутеня». Выражение лица у Наньгун и было неловким. Еудаа достиг 5-го уровня пробужденной души. Наньгун и с его 4-м уровнем не мог с ним справиться. Более того, Еудаа привел с собой множество экспертов. Среди всадников было много экспертов пробужденной души. Вероятно, их было 40 или 50, а это превышало количество экспертов пробужденной души города Южного Неба вместе взятых. Наньгун и мог лишь пойти на уступки. «Я отпущу Е Тянлана, а ты не тронешь Чутеня. Ты должен осознавать происходящее. У тебя нет права вести со мной переговоры». Голос Еудаа тоже был острым, как лезвие. Он высоко поднял правую руку и громко приказал: «Наемники волчьего клыка, приготовьтесь к атаке». Наемники начали освобождать духовную энергию. Аура, которая окружала их, увеличилась в несколько раз. Наньгун и помрачнел. Он действительно был готов напасть на город. Жители города Южного Неба, через 10 секунд наемники волчьего клыка атакуют город.
Он применил духовную энергию, чтоб его слышали во всем городе. Я даю вам 10 секунд, чтобы вы передумали, и за каждую секунду промедления мы убьем 100 тысяч человек. 10. 9. 8. Люди слышали страшный обратный отсчет, приближающий их к смерти. Над городом Южного неба разносился голос Еудаа, все оцепенели от страха, за каждую секунду промедления он убьет 100 тысяч человек. Чтобы убить весь миллион, ему нужно 10 секунд, слабые люди были в этом мире сорной травой. Но если он на этот раз убьет столько людей, не вызовет ли это возмущение общественности? Все недооценили жестокость семьи Е, никто не предполагал, что семья Е окажется настолько ужасающей, лицо Наньгун и сильно искривилось. Еудаа, ты действительно хочешь погубить целый город? Ты и правда маньяк. Еудаа холодно улыбнулся, но продолжил считать. 6. 5. Солдаты на городской стене быстро бросили оружие. Мы сдаемся. Пожалуйста, не убивайте меня. Сюн Бин увидел это, его сердце наполнилось беспомощностью, и он стиснул зубы. Мэр, другого выхода нет. Мы не можем ничего сделать, мы должны позволить ему уйти. Черт побери, Чутянь до сих пор не вышел. Наньгун и крепко стиснул кулаки и процедил сквозь зубы. Мы не можем. Пока Е Тянлан в наших руках, он еще сможет колебаться. Если мы отпустим его, то город Южного неба обречен. Кажется, Еуда остановился все злее. Он ревел, словно демон. 4. 3. 2. 1. Обратный отсчет закончился. Возможно, я слишком давно не появлялся на людях, и все забыли, как я действую. Еуда выглядел жестоким. Он вытащил из ножен длинную саблю, поднял ее к небу и громко крикнул: «Тогда вы на себе испытаете могущество наемников волчьего клыка. Врываемся в город. Убить!» Конница рванулась вперед, волки неслись, напоминаю гигантскую зеленую волну. Лицо Еудаа было свирепым. Я хочу, чтобы все знали, какова цена оскорбления семьи Е. Они должны заплатить собственной кровью. Плохи дела. Сюн Бин и Наньгун и поникли. Волки почти приблизились к городским стенам. Внезапно над городом Южного неба расцвела сильная аура. Это была древняя и таинственная сила. Словно древний демонический бог, который спал уже 10 миллиардов лет, вдруг пробудился. Мир изменил свои цвета, боги сбежали, а все живое затряслось, ощутив что-то, разъяренные волки вдруг замерли на месте. Они задрожали, а из пасти вырвался испуганный вой. Что такое? Убить. Убить их сейчас же. Сердито кричал на волков Еуда, но даже его собственный волк вел себя так же. Демонические звери даже не думали сопротивляться этому таинственному и неизвестному сознанию древнего бога. Все наемники волчьего клыка получили великолепную подготовку, даже если бы они столкнулись с демоническими зверьми высшего уровня, они бы все равно не испугались так сильно. Что происходит? В небе вспыхивали бесчисленные красные молнии, над городом Южного неба собрались черные облака. Это напоминало конец света. Неожиданно в бесконечной пустоте отобразилась огромная фигура. Увидев ее, все окаменели, а их разум стремительно опустел. Что это за существо? Это был впечатляющий древний демонический бог с 9 глазами. Пока все стояли в изумлении, 9 глаз открылись, и его взгляд пробежался по солдатам, которые осаждали город. Затем огромная фигура исчезла. 10 тысяч боевых волков начали дико выть, безумно подпрыгивая и разбегаясь во всех направлениях. Всадники не могли их контролировать, их быстро сбросило на землю, все превратилось в хаос. Всего за несколько минут волки разбежались, а кавалерия оказалась в смятении. Этот позор не мог не разозлить Еуда. Что ты делаешь? Наньгун и Сюн Бин безучастно смотрели друг на друга. Они не могли объяснить, что произошло. Ожесточенный демонический бог появился лишь на 2-3 секунды, обрушив на кавалерию всю свою мощь. Ха! Похоже, я пришел вовремя. Раздался сзади смех. Они обернулись и увидели, что к ним медленно подходят Чутянь и сестры Мэн. Жан Ли Цинь и Сюн Тянь-Янь остались позади. Наньгун и не знал, почему появление Чутяня заставило его расслабиться. Наконец-то ты пришел, наконец-то. Ты уже прорвался. Чутянь превзошел уровень совершенного тела, став достойным культиватором пробужденной души. К уровню пробужденной души прорвался не только Чутянь, но и Мэн и Нэмэн Цину. Это было слишком шокирующе. К тому же, что за существо появилось в небе, это было связано с прорывом Чутяня.